Pogruз, channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках. Раз, два. Приветствуем зрителей нашего канала со всего мира. Мы очень рады видеть вас. На ремонт приехал Mercedes Actros 2019 года с двигателем ОМ471 12,8 литров, у которого огромный расход масла. На 2000 километров 30 литров масла. При этом за последние 200 километров машина сожрала 8 литров масла. В этом видео мы вместе с вами будем разбираться, в чем же здесь причина. Также, друзья, напоминаю, что ваши лайки, комментарии и подписка на канал очень важны для нас, и они бесплатные. Ваша активность позволяет нам выпускать видео как можно чаще. Поэтому всем спасибо за поддержку. Мы начинаем. Поехали! Дым и запах горелого масла. 720 тысяч 106 километров. Так мало? Я купил отчет на дроме об этом автомобиле, и пробег здесь не соответствует тому, который заявлен. Вот это он масло, конечно, кидает вообще капец. Серьезно, здесь все в дыму. Все в дыму. Опа. Так, мы видим, что здесь масла много кидает. То есть мы сейчас снимем форсунки. Сначала посмотрим турбину. Может быть, она кидает. Правильное сапунение двигателя, то есть сапун забитый, не забитый и так далее. И в конечном итоге, то есть снимем форсуночки и посмотрим камерой на доступном состоянии гильзопоршневой группы. Mercedes. Короче, приехал к нам Mercedes Actros 2019 года. На панели пробег 820 тысяч. Пробег двигателя мы не знаем, потому что ранее он уже здесь менялся. Приехал он у нас с большим расходом масла. На 2330 литров масла. Вот это расход! Ну, на самом деле, да, у нас прям дымит сильно, прям сизым дымом. То есть масло кидает в выхлопную трубу. Пока у нас информации мало, нам надо просто найти, посмотреть, в чем здесь причина сильного масложора. Вот. Приступим мы, соответственно, к диагностике. Начинаем понимать? Угу. Так, что у нас тут за двигатель такой вообще? 471, 473 или какой-то еще? Ставились, ну, исполнение двигателя одно, а литраж разный. То есть есть 11, 12, 13 литровые. Ну, а визуально они одинаковые. Сапонин кидает. Сейчас мы глянем турбинку быстренько и лезем, снимаем форсунку. Вон куда он. О, вот так вот. Сухо. Турбина сухая. Да. Все сухо. Но. Что? Это песок? Ну да. Юридическая сила. Вот это там песка. Понятно становится, от чего он так дымит. Но это, по-моему, ненормально.
То есть теперь уже все очевидно. А можно я сюда вот запикаю, и мы потом дальше покажем, что ты сейчас сказал? И все. Давай дальше. Ну мы теперь не знаем, что у нас там дальше. Мы видим, что турбина сухая. Вот, надо лезть в двигатель и смотреть, что там. Сейчас снимем форсуночки, посмотрим камерой эндоскопом состояние гильзопоршневой группы. Цилиндра поршневой группы. Вот. Интересно, что же нас там ждет? Что делаем? Опа. Друзья, мы есть во всех соцсетях, где мы публикуем различные короткие видео с нашей работы. Возможно, вам будет интересно, можете заходить посмотреть. То есть там всякие и анонсы новых видео, и прочее, прочее, и просто какие-то моменты из работы. Там есть много интересных моментов на самом деле. Вот, например, этот МАН, ТГХ Евросет, мы будем ремонтировать в следующих видео. Да, он сейчас на ремонте, как раз только что закончили сборку. Поэтому залетайте, смотрите, кому интересно, там круто. Вот оно, чудо инженерной мысли. Два распредвала, смотрите, какая шестерня. Как у меня на велосипеде, по-моему, толще. Чем плох этот двигатель? Вот этот именно модель идет, вот эта проставка еще, вот эта вот, которую сейчас будем снимать. Вот, и она идет проставка вместе вот с этими вот пластиками. Пластик очень-очень хрупкий. То есть мы сейчас будем откручивать, возможно, половина будет ломаться. Не знаю, как же они так сделали, то есть от перегревов, от этого всего, то есть этот пластик хрупкий. Вот, и она идет целиком вот эта вот проставочка. Давайте откручиваем фишечки. Оп. И... О, здесь уже маслица подкидывала через проводку. Так. 471 909 двигатель. Здесь на форсунку сразу идет 4 контакта. Вот так вот сделано. Форсунка Common Rail на 4 контакта. Прыск, предпрыск и так далее. Это книжки. Пойдем тогда форсунки проверять. Он расскажет. Не сломать бы еще. Как я искал, хрупкий материал. Сейчас как легковато. Я вот на своей тоже что-то делал. На своем. Ну, как замучился весь этот пластик. Трещит там весь. Кстати, снял видео, может быть, как-нибудь сделаю. Монтирую и выложу. Как я менял термостат на своем Мерседесе. Итак, что мы тут видим? Видим две оси коромысел. Впускные, впускные и выпускные. И два распредвала. Выпускной распредвал, впускной распредвал. И две шестерни. Вот такие тоненькие. И здесь вот форсуночка. Сейчас мы откручиваем форсуночку. И достаем ее. Ваше здоровье. Кофе тайм. Откручиваем мы трубки топливные. Снимаем рампу топливную. Бросаем ее
На. И достаем форсуночки. Оба. Четвертый. О, достань. Наконец-то. Так. Форсунки здесь дешевые, недорогие, в принципе. Они, ну, чуть больше 150 тысяч за штучку. Новый оригинал? Да. Прикинь, все менять. Не меняйте свои... Дешево проще купить, наверное. Не меняйте свои Мерседесы 501 моторы и 502 Да. на эти новые. А обалденные двигатели, которые текут постоянно, все в масле везде. И дольше, и больше ляма они не ходят. Вот. Не, может, у кого-то ходит, кто хорошо служит, но тем не менее. В единичных случаях, наверное. Машина. Залазим и сразу же упираемся в поршень. Тебе везет. Что-то страшное. Нагар, что ли? Что тут нагар? Он отсутствует. И это нагар такой, это масло. О, прям просто лысое все. Ой, тут даже ступеньку видать. Еще стертая гильза, третья, напрочь. Но у него как раз и он говорил, что компрессия типа меньше всего в третьей. Ну, про ступеньку я пошутил. Здесь нагар съемное кольцо. Ну, а может и ступенька есть. Потом пальцометром почувствую. Короче, вот, да, задир прям вот они. Вот такие вот, вот они. Видно, да? Угу. Видео, стоп. Так. Снимаем защиту. Так, автомобиль был приобретен несколько месяцев назад, там 3 месяца. И люди при покупке сказали, что автомобиль работал хорошо. Но через неделю после того, как они пригнали автомобиль на первое ТО, они обнаружили, когда сняли этот фильтр воздушный, что здесь было много грязи прям. Они эту грязь почистили, убрали. Ну, там осталась она внутри. Ну и в трубках, как вы видели. И мы когда разобрали, здесь тоже было много грязи, она сейчас подсохла, но мы немножко убрали. Вот такая здесь резинка. Не хватает части резинки, она какая-то вся закусанная. Возможно, отсюда и попадал песок и грязь в воздушную систему. Итак, что приняли решение, какое дальше, что мы делаем-то? Ну, мы сняли, когда форсунки обнаружили, что там задиры по гильзам, соответственно, они стерлись из-за этого песка. Вот. И, что ни странно, сказали, что после замены масла у них стал сильный маслосжор. Ну вот, соответственно, мы увидели, что там имеются проблемки. За последние 200 километров, как они к нам ехали, 8 литров масла залили.
Вот, и мы увидели, что назадируется такое, и приняли решение менять гильзы кольца, как минимум. Ну, а дальше разборка сейчас нам покажет, что надо делать. Увидим. Поэтому продолжаем. Друзья, на этом мы заканчиваем первую часть этого проекта. Как показала практика, длинные фильмы вы не любите смотреть. А последующая разборка этого двигателя у нас заняла 2 часа съемочного времени, которое нужно будет обработать и выпустить. При этом мы сейчас одновременно снимаем ремонт двигателя Scania OC13 газовый и MAN TGX Евро 6. Поэтому следующая часть этого проекта, разборка, выйдет ровно через неделю. Это будет очень интересно, потому что я уже видел, что там внутри. А после мы уже соберем и запустим эту машину и приступим уже к выпускам новых видео. Поэтому всем спасибо за поддержку, спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, подписку на канал. Встретимся через неделю. Удачи! Разбор Груз. Channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках.